Со времен Бронзового века в Европу устремлялись азиатские кочевники. Одни из них успешно прорывались, истребляли аборигенов и занимали их место, как индоевропейцы. Другие же недолго пугали континент своей свирепостью, но потом терпели крах и уходили, как гунны и татаро-монголы. История авар же – это почти удачно сложившаяся империя кочевников в европейском центре, угрожавшая ведущим странам и бывшая на одной ступени с ними. Интересна она нам, прежде всего тем, что в ее недрах сформировался этнос ранних славян, по всей вероятности при живом участии этих самых авар. Кем были авары, мы разбирали в предыдущем видео, но нужно напомнить некоторые важные моменты. Итак, авары появляются в Европе внезапно, примерно в 557 году. Их сравнительно небольшая орда появляется на северо-востоке Византийской империи и внезапно показывает такую активность, что современники не уставали удивляться. Во-первых, как пишут ромеи, авары пришли в земли гуннов, а вернее булгар, и потребовали себе их владения. Мощные и смертельно враждовавшие благодаря хлопотам Византии племена утигуров и кутригуров внезапно не только не устраивают наглым чужакам показательное наказание, а молча уступают свои кочевья. Объясняя это тем, что авары имеют право на них, как предыдущие обитатели этих мест, известные своей великой историей. Изумленные ромеи не понимали, о ком же идет речь. А вот наши современники уже предположили, что, возможно, речь идет о царских скифах, в землях которых воцарились булгары после исчезновения первых, и каким-то образом авары оказываются их преемниками. И некое рациональное зерно в этом есть. Искусство авар, оружие, личные имена и внешний облик среднего воина чрезвычайно похож на таковые у скифов, хотя прошли сотни лет. А дальше авары закрепляются на новой родине и идут прямо в Константинополь, заявить о себе императору, что также удивило всех. Это положено по этикету для цивилизованных народов, но никак не степным варварам. Откуда явились авары, что их государственное мышление подсказывало им, как вести себя с империями? Авары в столице империи произвели фурор. Их описывают как людей крайне странно выглядевших. Волосы заплетены в две косы, за плечами по два копья. Одеты в восточные одежды, при этом люди большого роста и выдающейся красоты, не чета отвратительным гуннам. Таких еще тут не было, хотя, казалось, в империю приходили варвары со всех концов Старого Света. Авары рассказали, что они великий и могучий народ, который испытывает временные трудности. Далеко на востоке хитроумный народ тюрок, их презренных рабов, обманом вырвался на свободу, уничтожил цвет их народа и теперь преследует по пятам. Авары готовы принять в дар от императора земли империи, чтобы охранять их для всеобщего блага. Иначе они могут взять все силой. А скоро сюда придут тюрки, и все равно всем придется воевать уже с ними. Разумеется, императору следует одарить такой могучий народ драгоценными дарами и провизией. Конечно же, император понял, кто перед ним. Авар по имени Кандик старался держаться надменно и дерзко, но искушенные дипломаты видели его насквозь. Перед ними степные неудачники, потерявшие множество сил, истощенные бегством и голодом. Они отчаянно ищут защиты и потому явились под стены сильнейшей империи. А весь их пафос – лишь маскировка отчаянного положения. Как союзники они слабы и неинтересны. Параллельно император уже получил вести от шпионов на севере, что авары прибыли числом порядка 20 тысяч человек, включая детей и стариков, почти не имеют женщин, которые не выдержали перехода, а запасы еды у них давно закончились. Византия дала аварам продовольствие, мелкие дары в знак расположения, но не более. В обмен она потребовала от авар защищать их границы от булгар с разрешением там проживать. Авары согласились, но унижение запомнили. Скоро тюрки действительно прибыли к границам империи. Их Каган отправил письмо Базилевсу и написал, что те авары, что прибыли к нему, это рабы и лжецы, бежавшие из-под его милостливой власти. Они присвоили себе славное имя авар, но ни по крови не имеют к нему отношения.
Укрывать их у себя для Византии большая ошибка, и тюрки рассчитывают, что император будет достаточно мудр, чтобы выдать их для справедливого суда. Ответ греки привезли лично в ставку Кагана, но там их ждал столь плохой прием, что они еще долго дивились дикости нравов там, прямым угрозам и оскорблениям Кагана и обвинением в том, что ромеи покрывают аваров и тайно имеют с ними общие интересы. Конфликт разгорелся. Однако тюрки отступили из Крыма и, поглощенные очередной междоусобицей, пропали из Европы. Зато активизировались авары. Не став перечить ромеям прямо, Каган-авар Баян I отогнал булгар на восток, а сам занял земли Панонии, бывшие в руках германцев-гепидов, и назвал их своими, построив огромную деревянную крепость Хринг. Кольцевой формой в виде лабиринта, снаружи она охранялась аварами, кочевавшими на свободе. Внутри – заселенная ремесленниками, женщинами и хлебопашцами, кормившими всю Орду. Вероятно, такая форма была не столько функциональной, сколько отражала какие-то верования кочевников, разделявших людей, миры и род занятий на несколько кругов. Когда император Юстин поинтересовался, как этот небольшой народ оборванцев провернул такую операцию у него под носом, ему доложили, что оборванцы-авары ранее разгромили племена антов и подчинили их себе. Оттуда сделали глубокие рейды на север к славянам и пригнали огромную их часть новые владения. Королевство гепидов разбито, а союзниками аваров выступают свирепые германцы-лангобарды. Прямо сейчас войско авар совершило набег на земли франков, победило их армию, как говорят, с помощью колдовства, и пленило короля франков Сигиберта. Только глухие леса Галлии не позволили их конникам развить успех дальше. Потрясенный новостями император приказал отменить выплаты аварам, так как поддерживать этот и без того уже слишком крепко ставший на ноги народ значит выкормить себе погибель. Франкские историки несколько иначе видят события. Авары вторглись в земли франков пробным войском, которое было разбито на голову, и Каган-авар прислал прошение о дружбе и мире. Затем Сигиберт был вынужден подавлять мятеж родичей с переменным успехом, и тогда на ослабленных франков авары напали вновь, презрев клятвы. На поле брани их колдуны явили франкам леденящую душу призраков, отчего франки в ужасе побежали и бросили своего короля. Его пришлось выкупать за огромные деньги из аварского плена и под очередной договор о вечном мире. В чем была сила авар? Они действительно превосходили народы Европы в военном плане. Их войско составляли тяжелые всадники на породистых лошадях, закованные в сталь, как персидские катафракты или европейские рыцари много веков спустя. Авары отлично стреляли из луков, тугие композитные луки, как у скифов, били далеко и яростно, и степняки часто начинали бой с обстрела и также его заканчивали, пока враг пытается их догнать. Если враг защищен или быстр, аварская конница умело использовала копейный удар. 2 копья за плечами, длиннее и короче, недаром были у каждого всадника. За исключением алан, никто в Европе не умел еще в плотном конном строю опрокидывать врага ударом длинными копьями. Слабое место такой атаки – неизбежное увязание конницы в пехоте врага и уязвимость коня и всадника. Авары решили проблему, бронировав и коня, и всадника. А широкие и длинные мечи-палаши они приготовили для сражения с пехотными полками неприятеля в рукопашную. И для этого они массово использовали еще одно ноу-хау – седла и стремена. Конструкция седел исключала падение всадника, смертельное в условиях битвы, а стремена позволяли, уперев в них ноги, нанести мощнейший удар мечом сверху или копьем вперед. Использовали они и сапоги на высоких каблуках, чтобы цепляться ими за стремя для удобства. Вероятно, поэтому авары казались и людьми огромного роста, что отмечали даже славянские летописи, бяши обры телом велики и умом горды. Ромеи попытались поддержать остатки гепидов деньгами и наемниками, но было уже поздно. Вся Паннония оказалась аварской, а в ее окраины прибывали славяне, заселив современную Хорватию. Каган-Баян прислал уже не письмо, а требование от Византии платить ему дань. Иначе, цитата, «я от таких людей пошлю на Римскую империю, потеря которых не будет для меня чувствительна, хоть бы они все и погибли». Вероятно, он имел в виду славян. Об их положении в царстве авар пишут франки в хронике Фредигара. Дескать, авары живут в кочевьях вокруг земель славян и используют их как пушечное мясо в войнах.
ставят впереди себя и стрелами гонят на врага. Если славяне побеждают, то авары на конях опережают их для грабежа добычи. Если проигрывают, то стрелами и копьями авары принуждают славян вернуться в бой. На зиму авары приходят в села славян, занимают их дома, берут на ложе их дочерей и жен, и те рождают детей-полукровок. Ринги покрывают приграничье, а с 582 года авары начинают открыто осаждать византийские города и в случае успеха заселять своими подчиненными народами приграничные области. При этом в годы перемирий авары берут плату за охрану границы славян, при том, что значительная их часть была у них же в подчинении и, разумеется, тут же нападала, если ромеи платить не хотели. Тем не менее, иногда авары и славяне были союзниками на равных правах, как при осаде Фессалоник в 618 году. За 2 года до осады славянское племя драговитов и их вождь Хацион, а ученые считают, что драговиты – это греческая форма племени Дреговичи, а Хацион, вероятно, Хатимир, решили взять город и поселиться в нем. Огромная масса людей с семьями, пожитками заполнила окраины, а по морю шли славянские лодки из цельного массива дерева. Однако греки устроили вылазку из-под стен и нанесли такой ущерб, что взяли в плен вождя и обратили славян в бегство. Казнив публично Хациона, они принудили снять осаду, но славяне обратились к аварам за помощью. Аварам пообещали огромные деньги из сокровищниц города, а силы там якобы малы, ибо славяне разорили прочие города вокруг, и они обезлюдили. Авары пришли в восторг от идеи, и вместе с осадными орудиями и союзными булгарами явились под стены, вместе с византийским наместником, который прибыл в город, не подозревая, что он давно в осаде. Как пишут византийцы, тогда жители города увидели невиданное множество варваров, полностью облеченных в железо, и поставленные повсюду камнеметы, поднимающиеся к небу, которые превосходили высотой зубцы внутренних стен. Они готовили так называемых черепах из плетенок и кож, другие у ворот баранов из огромных стволов и хорошо вращающихся колес. Третьи делали огромные деревянные башни, превосходящие высотой стену, наверху которых были вооруженные сильные юноши. Четвертые бивали так называемые гарпеки, пятые тащили лестницы на колесах, шестые выдумывали воспламеняющиеся средства. Так что от увиденного город был охвачен безмерным горем, и горожане говорили: если Бог и спас город от предыдущих осад, все же не верим, что спасет от этой, ибо никогда никто не видел, чтобы такое множество варваров напало на город. Однако спустя месяц и яростные штурмы город так и не пал. Авары в гневе сожгли все церкви и дома в округе, угрожая, что не уйдут, пока не возьмут город или не истребят все вокруг. Но затем, привлеченные дарами, они покинули страну. Но в самих владениях авар произошел бунт. В 623 году франкский работорговец Саму подбил на восстание потомков браков авар и славянок, которые были недовольны тем, что имеют права меньше, чем у чистокровных авар. И внезапно мятеж удался. Ослабленные войнами с ромеями, авары позволили почти 20 лет существовать независимому царству Сама в современных пределах Чехии и Австрии, и даже отбить атаки не только самих авар, но и франков. Но, восстановив силы, авары разгромили и истребили это независимое формирование. В 626 году Византия схватилась в очередной раз с Ираном, и его сторону приняли авары, вероятно имевшие тесные родственные связи с персидско-парфянскими народами. Они осадили Константинополь невиданным доселе войском, а по морю не менее многочисленная армия славян должна была на лодках блокировать залив и высадиться под стены, расчистив так для персидской армии плацдарм для атаки. Ситуация была идеальной. Большая часть армии Византии блокирована на Кавказе, город слабо защищен, а ромеи истощены потерями в войнах с германцами. Аварам была уплачена столь высокая дань, что опустела сокровищница. Их славяне все далее поселяются на Балканах, и коренное население уже становится меньшинством. Казалось бы, победа рядом. 100 тысяч воинов под стенами города вселили в Кагана уверенность о победе. Он приказал ромеям покинуть город, взяв с собой только теплые плащи, иначе они будут уничтожены. Но славянские лодки были атакованы ромеями, которые успешно их потопили, вместе с персидскими воинами и послами. А на следующий день штурм города дал аварам большие потери, неожиданные для такой расстановки сил. На следующее утро массы славян на лодках должны были напасть с моря и высадиться под стенами города. И тут начался форменный разгром.
Ромеи убили так много славян, что их телами был заполнен весь залив и суша возле стен. Штурм с моря провалился, и многочисленные спасшиеся славяне выходили на сушу на аварской стороне, где их убивали уже сами авары. Вероятно, Каган пришел в бешенство, видя поражение на пустом месте, и вымещал ярость на спасшихся. От этого часть славян просто ушла от города и места битвы в горы, бросив осаду и союз с аварами. Под покровом тьмы, ночью, авары подожгли свой лагерь и осадные машины. И, скрываясь за дымом, ушли с поля боя тоже. Поражение стало знаковым, звезда аварского успеха стала гаснуть. Через несколько лет затишья от Каганата отделились булгарские племена кутригуров. Авары такой выходки не простили и, ударив по ним, вынудили перейти под защиту франков на Рейн. Правда, через несколько лет франки попытались их вырезать в один день. В Причерноморье другие булгарские племена создают союз и выходят из подчинения авар, создают Великую Булгарию, и те никак не реагируют. Вскоре горные племена хорватов вытесняют авары своих владений. Еще почти 100 лет аварский каганат медленно угасает, но в 791 году франки Карла Великого вторгаются 2 колоннами в земли авар. С юга атакуют баварцы и славяне Карантании. Франки добиваются огромных успехов и захватывают часть земель противника. Внутри начинается смута и был убит сам Каган, а в 795 году франкский граф Эрик поднимает свой флаг над главным хрингом авар, где-то в румынских предгорьях. Франки невероятно удивлялись бесконечным обозам с золотом, которые шли к ним из разграбленных аварских крепостей. За сотни лет этот народ накопил колоссальные богатства и не сдавался. Авары отчаянно дрались даже в меньшинстве и безнадежной ситуации, поэтому война тянулась годами, лишив авар всей знати и всех мужчин. В 797 году франки ушли, решив, что дело сделано, и авары тут же поднимают мятеж. Снова поход франков, и снова они победили авар, залив земли кровью. И в 802 году авары вновь поднимают бунт и вновь тонут в бесчисленных жертвах. Сколько бы еще раз восставали авары, вопрос открытый, но в 803 году булгарский хан Крум с юга ударил по их землям, и это окончательно сломило сопротивление степняков. Они присягнули Круму и отказались от борьбы. В 811 году свою долю в общем месте внесли славяне Карантании. Еще один набег на растерзанный народ обращался уже в форменный геноцид, и защищать авар пришли сами франки. Еще через 10 лет исчезает и упоминание этого народа, а на земли Дуная стали возвращаться славяне, бежавшие оттуда ранее. В византийском источнике IX века сохранились любопытные подробности о причинах разложения позднего аварского общества. Это рассказы старых аварских воинов, находившихся в болгарском плену у хана Крума. Хан спросил у них: «А что вы думаете, почему были разорены ваши господа и ваш народ?» Они ответили так: «Вначале, из-за ссор, лишившей Кагана верных и правдивых советников, власть попала в руки людей нечестивых. Затем были развращены судьи, которые должны были отстаивать перед народом правду, но вместо этого побратались с лицемерами и ворами. Обилие вина породило пьянство, и авары ослабели физически, потеряли рассудок. Наконец, пошло увлечение торговлей. Авары стали торгашами, один обманывал другого, брат продавал брата. Это господин наш и стало источником нашего постыдного несчастья». Так исчезло мощнейшее царство-соперник Византии и франков, где симбиоз иранцев, тюрок, славян и германцев мог породить доселе невиданное государство в Европе. Но, просуществовав недолго, оно уступило место булгарам и славянам, во многом поспособствовав их быстрому прогрессу. Пишите, что вы думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.